мочевого пузыря вышла какая-то ерунда, длинная сантиметр, чуть больше тонкая, с черной маленькой головкой. Двигалось оно вверх и вниз, пока побежала за телефоном. Эта ерунда какая-то уплыла. Ага, такая вещь была. Вот что это было? Я вам сейчас скажу очень необычные слова, но именно таким образом происходит выведение из вас приворота. У меня была девочка, она когда-то приехала ко мне, Марина, которая приехала ко мне из Винницы и была у меня на ступени и была на курсе целителя. Во время, я был без машины и не был за рулем, и она говорит: я за рулем и могу вас, Андрей Андреевич, домой довезти. Я говорю: с удовольствием, чтобы я не вызывал такси. И она дождалась после того, когда я это все провел, и она говорит: очень начал болеть у меня яичник. Я говорю: Марина, дашь мне ключи, и я за рулем сам тебя довезу и доеду потом на такси. И права как раз у меня с собой. Она говорит: нет, Андрей Андреевич, так болит, я не могу, ощущение такое, как будто очень сильно хочется писать, очень сильно хочется писать. И потом мы вышли на улицу, и она говорит: ой, нужно срочно. И она забежала, у нас там был суши-ресторан такой, и она забежала в суши-ресторан, и из нее, вот как вы объяснили, вышла нить такая, черная с головкой. Вот эта черная нить с головкой, это либо родовое проклятие, связанное с убийством, либо повешением, либо это связано с приворотом. Вот у нее это не одно было, а несколько. Это было в моей практике, чтобы вы понимали, уже раз 10-й, когда вот такие нити выходят из мочеточника. И такая же история была с мужчиной, который приезжал ко мне на морской курс. Люда, женщина, и ее муж Александр. Они оба молодые и нереально красивые. И они тоже, кстати, из Винницы были. И вот Люда, ее муж очень сильно раздражал. И вот она его все время пилила и так далее. Он на нее обижался. И вот они сидели, только шипели друг на друга. И один из дней я начинал проводить обряд, в ходе которого убирал эти проклятия. И у этого Саши, у него из глаза начал торчать хвостик какой-то черненький. И эта Люда взяла и потянула, и прямо во время этого курса достала вот такого черного, темно-синего, аж с зеленоватостью червяка из глаза. Я его сохранил, этого червяка, положил его между двумя, положил его в баночку, залил его спиртовым раствором, и после чего отвез его он у меня стоял 10 дней, 30 дней, потому что у меня по 10 дней были морские курсы, 2 курса, как раз там 30 дней. И потом я его положил в сумку, забыл, приехал домой, достал. Так вот, часть этой ткани, этого червяка растворилась, а часть осталась. Вот эту поврежденную ткань я отвез в институт гельминтологии, у нас есть кафедра в Богомольце. И знакомая моя, ее зовут Галя, по-моему. И она провела исследование и сказала, что нет. Это, скорее всего, просто белковая какая-то часть, но она не похожа. Ну, из-за того, что повреждена. Я говорю: могла бы белковое животное быть повреждено от спиртового раствора? Она говорит: нет, нет. Ну, если в случае, если бы очень долго варилось, с потерей там ткани и так далее. Ну, а так нет. Ну, и у нас ничего не варилось, просто оно лежало. Ну, видимо, наша медицина еще не знает такого. Но сами моменты такие в нашей школе, вот в этом всем моменте присутствуют. Ужас. У нас была история такая, когда у женщины неоперабельный эхинококоз привел к циррозу билиарному печени. У нее печень эхинококком поражена. Ей сделали ей операцию, это когда через ткань, через ткани забрюшинной сделали отверстие и проникли специальным инструментом, и вот так вот сделали, срез такой, и подоставали эти кисты. Но когда подоставали кисты, то печень взорвалась вообще. То есть количество этих эхинококков и этих кист увеличилось в 1000 раз. И у нее эхинококкозный цирроз очень редкий, и эхинококкозные кисты привели к билиарному циррозу.
И она приехала зеленая, уже в очень плохом состоянии таком. И вот во время этих занятий мы тогда кушали клубнику и черешню. И вот я говорю, кушайте клубнику и черешню, а я каждое утро сидел и шаманил, мантры читал, чтобы эта клубника и черешня помогала мне заниматься целительством с этими людьми. И у этой женщины было очень плохое состояние. Она каждую ночь в одно и то же время, между 12 часами ночи и 5 часами утра, 3 раза вставала, и у нее блевотина была с такой вот черной, такой фиолетовой. Сначала черная была желчь, а потом начала выходить такая белая, но почему мне это удивило, она была похожа на стеклоткань. И вот такой был, взвесь такая была, которая вообще не была похожа на желудочную массу и не на, ну вообще на какую-то печеночную скорее, потому что такое было, как будто это такие лимфоциты. Вот есть, я даже хотел тогда провести исследование, но не было микроскопа, хоть рассмотреть, знаете, что это такое. Но я так предполагаю, что это какие-то клетки печени, и вот эти клетки печени, они, видно, там забивали билярно, создавая вот этот процесс весь, и они вместе с желчью вышли из нее. И потом она приехала, она была из Гайсина, тоже в Винницкой области. И она потом позвонила и говорит: Андрей Андреевич, мне снимают сейчас диагноз, у меня печень, сняли диагноз билиарный цирроз, цирроза не нашли, хорошие показатели, но все-таки вот кисты эти есть, что делать? Предлагаю там открытую операцию там, по удалению части тканей. Я не знаю, какая у нее, как сложилась судьба, ее дальше не вел, как-то она пропала. И ну, сам факт, в общем-то, что такое тоже бывает. Знаете, где медицина бессильна, бывают и вот такие вот нюансы. Еще была история такая, когда-то была встреча у очень знаменитого политика здесь в Киеве, я был на день рождения, и был один из певцов очень знаменитых Советского Союза, я скажу, это был Иосиф Кобзон. И ему меня представили как ясновидящий, который там как рентген может снимать заболевания. Это было, чтобы вы понимали, где-то в 2012 году, 2009 году. И я работал на то время с политиком, и мне этот политик представил, я был на встрече, и этот политик приехал. И он говорит: ну что, скажи мне, сынок, а чем же я болею? И я вижу, а у него онкология легкого, большой светящийся ключ такой. Я говорю: у вас онкология легкого прямо находится с правой стороны, в нижней доле, вот прямо в центре груди. И я его вижу как орден в виде ключа. И он говорит: нет, меня проверяют 3 раза в месяц, и я не болею. Так вот, прошло время, и от онкологии легких умер Иосиф Кобзон. И его супруга, она писала мне потом письмо и писала и говорила, что я знаю эту историю. И да, в действительности его опухоль, она очень похожа на ключ. Вот тогда-то вас, Андрей, и вспомнили. Я говорю: ну что, ваше вспомните не булькает. Ну, короче, хватит историй, будем работать, да.